И хай народ, это Zikla Diamond. Сегодня мы создадим свой пиратский аналог Майнкрафта с использованием трех различных нейросетей и сравним полученные результаты. А также мы обратим внимание российской нейросети, которую также включим в наше исследование. Однако, прежде чем мы приступим к эксперименту, прошу вас поставить лайк и подписаться на мой канал. И мы начинаем! Начнем с чат GPT. Некоторые пользователи считают, что эту нейронку недооцененной. Она может сразу же выдать ошибку в коде, если тот окажется некорректным. И первым делом мы хотим, чтобы она создала Майнкрафт с большим пространством. Вот что я сейчас попрошу у нейросети. Напиши код пиратского Майнкрафта на HTML и добавь нам многообразные функции. Сделай мир 3D квадратным. Добавь главное меню и кнопки «Играть», настройки, и можно в настройках добавить другие языки. Например, русский, английский, французский, испанский, немецкий, китайский, корейский, японский, хинди, португальский, итальянский. Так, чтобы изменился и весь текст. Добавь регулировку звука и даже сами звуки игры. Добавь прорисовку чанков и сами чанки. Добавь деревья, так, чтобы они не клеились друг к другу. Воду и плавание. Мобов каких-нибудь. Враждебных и дружелюбных. Генерацию ландшафта и бесконечный мир. Динамические события, метеоритные дожди, аномалии. Новые механики выживания, системы голода, болезней с реалистичными последствиями, погодные эффекты, ураганы, заморозки, кислотные дожди, взаимодействие с экосистемой, вырубка лесов влияет на животных, расширение крафта и технологий, многоблоковые механизмы, фабрики, электростанции, автоматизация процессов, конвейеры, дроны, новые материалы, наноброню, энергетическое оружие, социальные и мультиплеерные функции, система кланов, альянсов с общими базами, торговлю между игроками с динамической экономикой, PvP-арены с правилами и наградами, магия и фэнтези-элементы, школы магии с уникальными заклинаниями, ритуалы и артефакты с побочными эффектами, мифические существа, драконы, духи, интерфейс и удобство, кастомизируемая HUD-панель, карты с отметками и маршрутами, журнал заданий и с целями и прогрессом, оптимизация и производительность, снижение нагрузки на CPU, GPU, чанки с отложенной регенерацией, кэширование текстур, количество FPS на показ, кастомизация персонажей, система прокачки навыков, скрытность, алхимия, космические модификации, татуировки, прически, экипировка с визуальными эффектами, сюжеты и квесты, линейные кампании с диалогами, случайные забытия на плотине пиратов, загадочные послания, скрытые секреты с наградами, интеграция с внешними сервисами, голосовое управление командами, синхронизация с календарем, сезонные события, API для пользовательских плагинов, инвентарь со слотами и открытие через букву E, част и открытие через букву T, меню креатива и в нем полет, и бесконечные блоки. Можно по возможности деревню и жителей, движок VSD, управление нормальное, и меню паузы через Escape. А в этом меню добавь кнопки «Продолжить», «Настройки» и «Выйти». Добавь прыжок через клавишу Space и убери коллизию блоков, чтобы я сквозь них не проходил. Ломание и ставку через LKM и PKM. И сделай все без ошибок. А хотя про ломание и вставку я в этом коде не подумал. А хотя ладно, мы сначала и так поработаем. В ходе серии экспериментов с генеративной языковой моделью ChatGPT я столкнулся с рядом проблем, связанных с ее способностью к точному и контекстуально-релятивному ответу. Однако после некоторых корректировок и уточнений я был принято удивлен в качестве итоговых результатов. ChatGPT продемонстрировал способность создавать интересные креативные миры, которые могут служить источником развлечений и вдохновения, только там нет деревьев. Несмотря на то, что глубина и детализация этих миров не всегда соответствовали моим первоначальным ожиданиям, я был впечатлен их качеством и оригинальностью, хотя там не было ничего, что я попросил. Ну, ничего. Бывает. Кроме того, в процессе работы с бесплатной версией ChatGPT я столкнулся с ограничением на количество запросов, что заставило меня более тщательно подходить к формулировке своих задач и выбору наиболее значимых направлений для исследования. Этот опыт подчеркнул важность тщательного планирования и оптимизации использования ресурсов при работе с подобными инструментами. Теперь обратимся к Gemini. Эта нейросеть вызывает восхищение благодаря своей способности и эффективно работать с кодом. Текст зачитывать не буду, это займет слишком много времени. Он потратил значительное количество времени на разработку программного кода для игры.
В настоящее время я осуществляю его копирование, чтобы мы могли оценить результаты, достигнутые Gemini. Уважаемые друзья, я уверен, вы будете поражены инновационными достижениями Gemini. Его разработка прототипа игры, который по своей концепции напоминает Minecraft, представляет собой выдающийся пример инженерного мастерства. Gemini успешно интегрировал различные языки, что свидетельствует о его глубоком понимании современных технологий и методологий разработки программного обеспечения. Несмотря на наличие нескольких незначительных улучшений, которые безусловно могут быть учтены в будущем, текущая версия игры демонстрирует впечатляющий результат. Предлагаю перейти к детальному анализу и оценке системы в целом. Gemini очень хорошая нейронка. Поставлю лайк. Самое важное о данном видеоролике, я представляю российскую нейросеть Alisa AI. Как вам ее работа? Поделитесь своим мнением в комментариях. Ответ засчитывать не буду, это отнимет слишком много времени. Давайте перейдем к программированию. Друзья, я попробовал попросить Алису, чтобы починил мой пиратский Майнкрафт, но результат остался прежним. Игра по-прежнему не работает. Когда я попросил Алису переписать Майнкрафт, а она, к сожалению, не справилась с задачей. Однако мы надеемся, что в будущем Алиса станет более опытным программистом после обновлений. Подведем итоги. В области программирования модель Gemini продемонстрировала выдающиеся результаты, что свидетельствует о ее высоком уровне адаптивности и способности к решению сложных задач в данной сфере. ChatGPT также показал значительные достижения, успешно создав протяженный путь в Майнкрафт, что подтверждает его эффективность в генерации сложных пространственных структур. В то же время модель Alisa AI оказалась менее эффективной в данном контексте, что может быть обусловлено ее ограниченными возможностями в обработке и интерпретации данных, необходимых для выполнения подобных задач. Нейронка Alisa AI тоже хороша. Она улучшает текст и исправляет ошибки. Если вам понравилось видео, то пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. И поделитесь своим мнением в комментариях. Также я буду признателен, если вы предложите идеи для сравнения программирования с другими нейронными сетями. С вами был Клайдаймонд. Всего хорошего, до новых встреч. Пока-пока.